Новые условия отправки французских войск в Украину. Посольство призывает своих граждан не ездить в Россию, а Байден произносит историческую речь. Обо всем этом расскажу подробнее. В эфире «Нехта» самые важные и интересные новости. Кто согласен, а кто категорически против отправки своих войск в Украину? Никто действительно не хочет, чтобы сухопутные войска были в Украине. Сейчас об этом идет дискуссия, поэтому мы должны прекратить это на этом этапе. Премьер-министр Греции впервые высказывается об обстреле, под который попала вся делегация. У нас должно быть только одно послание Кремлю. Вы нас не запугаете. Путин амнистирует женщин. Конечно, это не только убийцы и маньяки. Здесь речь идет самым главным образом о том, что специальная военная операция становится основой нового общественного договора. Спасибо, что смотрите, спасибо, что доверяете нам. Не забывайте ставить лайки, не забывайте оставлять комментарии и не забывайте подписываться на канал. Все это очень важно и совсем не сложно. Поехали. Во Франции таки собираются отправлять войска в Украину, но появилось новое условие. Президент назвал его на встрече с главами парламентских фракций, после которой впечатления участников оказались довольно разными. Макрон упомянул сценарий, который может инициировать интервенцию, продвижение фронта в сторону Одессы или в сторону Киева. Координатор партии «Непокоренная Франция» Мануэль Бомпар сказал, что, цитирую, «приехал навстречу обеспокоенным и уехал еще более обеспокоенным», конец цитаты. Негативно на идею Макрона отреагировали в Германии. Министр обороны заявил, что разговоры об этом пора прекращать вообще. Никто действительно не хочет, чтобы сухопутные войска были в Украине. Сейчас об этом идет дискуссия, поэтому мы должны прекратить это на этом этапе. Министр обороны Финляндии тоже не поддержал такую идею Макрона, зато высказался за увеличение военной помощи. Посольства США и Великобритании накануне вечером обратились к своим гражданам с предостережением о готовящихся терактах. Посольство отслеживает сообщения о том, что экстремисты в ближайшее время планируют атаковать крупные собрания в Москве, включая концерты, и гражданам США следует избегать больших собраний в течение следующих 48 часов. Вслед за американским и британским посольством подобное заявление опубликовали на страничке Министерства иностранных дел Латвии в сети X, бывший Твиттер. В России отреагировали молниеносно на угрозу, правда, не полиция, а пропагандисты. Маргарита Симонян обвинила посольство США и Британии в пособничестве террористам. Недорогие партнеры, если у вас есть конкретная информация, ее надо передать по линии спецслужб. Надеюсь, вы так и сделали. А если нет, то это пособничество. Путин по случаю 8 марта амнистировал 52 женщины. На встрече с членами Совета по правам человека он допустил, что, цитирую, «некоторые категории женщин, отбывающих наказание, можно амнистировать». Это сообщил Песков, пресс-секретарь Путина. Российский диктатор очень часто говорит об уголовниках, прошедших через так называемую СВО, и предлагает называть их новой элитой. Может, и этих женщин готовят к своеобразной элитизации. Конечно, это не только убийцы и маньяки. Здесь речь идет самым главным образом о том, что специальная военная операция становится основой нового общественного договора. Их уже было несколько во времена правления Путина. И вот этот новый общественный договор, он просто замешан на крови, так сказать, люди, которые прошли сквозь так называемое СВО, люди, которые, так сказать, запятнали себя в буквальном смысле, да, преступлениями против человечности и нарушением Женевской конвенции. Вот теперь вот это важнее. В общем, в каком-то смысле даже не важно, кто они были. Конечно, удобнее набирать убийц и насильников, они, в принципе, уже, так сказать, да, и они уже привыкли убивать, и в этом смысле, так сказать, их готовить не нужно особенно. Но в целом, как бы, ужас именно в том, что планируется, так сказать, замещение элиты. И вот это тоже интересный вопрос, потому что, ну, во-первых, старая элита тоже может не понравиться эта идея, вообще-то. Потому что вокруг Путина как раз те, кто, как он называет, набивал карманы в 90-е, вообще-то говоря. Прежде всего, помилованные женщины, имеющие несовершеннолетних детей, беременные и женщины-родственники которых участвуют в специальной военной операции, говорится в сообщении пресс-службы Кремля.
Джо Байден выступил в Конгрессе в тяжелой атмосфере, ведь даже на трансляции видно, что за президентом сидит Майк Джонсон, спикер Палаты представителей, и усердно машет головой с самого начала речи, не соглашаясь с президентом. Выступление Байдена прерывали дважды. Сначала представитель республиканцев Марджори Тейлор Грин из Джорджии потребовала назвать имя Лейкен Райли, 22-летней студентки университета Джорджии, которая была убита нелегальными иммигрантами во время пробежки несколько недель назад. Байден взял булавку с ее именем у конгрессвумен и спросил, а сколько тысяч убивают легальные мигранты. И второй раз Байдена перебил кто-то из зрителей на балконе. Российские медиа утверждают, что это отец погибшего в Афганистане американского военного. Он крикнул: «Помните Эбби Гейт, морские пехотинцы США». Имеется в виду выход американских войск из Афганистана, скорее всего. В целом, Джо Байден прошелся по всем темам, поругал Трампа и напомнил про финансовую помощь для Украины. За рубежом Путин из России на марше вторгается в Украину и сеет хаос по всей Европе и за ее пределами. Если кто-то в этом зале думает, что Путин остановится на Украине, уверяю вас, он этого не сделает. Но Украина может остановить Путина. Украина может остановить Путина. Если мы поддержим Украину и предоставим ей оружие, необходимое для самозащиты, вот и все. Это все, о чем просит Украина. Они не просят американских солдат. На самом деле, в Украине не воюют американские солдаты, и я намерен, чтобы так было и впредь. Но сейчас помощь Украине блокируется теми, кто хочет отказаться от нашего мирового лидерства. Не так давно президент-республиканец Рональд Рейган громогласно заявил: «Мистер Горбачев, снесите эту стену». А теперь мой бывший предшественник, президент-республиканец, говорит Путину, цитирую: «Делайте, черт возьми, что хотите». Это цитата. Бывший президент действительно сказал это, склонившись перед российским лидером. Я считаю, что это возмутительно, опасно и неприемлемо. Байден говорит, что демократия за рубежом находится в опасности, и поприветствовал новых членов НАТО. Премьер-министр Греции впервые после российского обстрела, под который попал его кортеж во время визита в Одессу, высказался по этому поводу. Интересно, что до этого ни один политик греческий не сказал об этом обстреле. А ведь, как пишут украинские медиа, ракета прилетела всего в нескольких сотнях метров от делегации. Тогда никто не пострадал. У нас должно быть только одно послание Кремлю. Вы нас не запугаете. Мы будем продолжать поддерживать Украину и ее великий народ столько, сколько потребуется. И, конечно, мы будем оставаться полностью едиными в этом решении. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис подчеркнул, что ЕС посылает четкий сигнал, что ни одно нарушение международного права, территориальной целостности или изменение границ силой никогда не будет воспринято Европой. Тесла теперь на втором месте. Норвежская компания Novo Nordisk обогнала по рыночной стоимости электромобильного гиганта, и для этого нужно было только дождаться 7% роста акций. В последнее время цена на них стремительно растет, а за последние 5 лет цена акций Novo Nordisk выросла на 468%. Мы можем увеличить объемы, чтобы обслуживать гораздо больше пациентов и добавить к этому инновации, а также расшириться в смежных областях заболеваний, где, опять же, мы можем использовать наши основные возможности по всей цепочке создания стоимости исследования, разработки, производства и выхода на рынки. Таким образом, это беспрецедентный уровень роста, который мы обеспечиваем как компания, и мы воспринимаем это как сильную позицию для нашего инвестирования в наш бизнес, чтобы действительно поддержать очень привлекательные прогнозы роста и в будущем. И это действительно является нашей целью – создание цепей для победы над серьезными хроническими заболеваниями.
Так что теперь или пока, но Tesla уходит на второе место. А не так давно в списке миллиардеров основатель компании Илон Маск тоже ушел с первой позиции. Майк Тайсон возвращается в ринг. Бой состоится 20 июля. 57-летний Тайсон вступит в поединок с 27-летним блогером Джейком Полом. Sono sempre la ragazza che per poco già si Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие, жду ваших комментариев, лайков и репостов. Это важно для того, чтобы нас становилось больше, и ведь совсем не сложно, это займет всего несколько секунд. Ну а у меня на этом все, до встречи и хороших вам новостей.